После окончания гражданской войны наши соотечественники, которые стали беженцами, оказались не только в Европе, они добрались не только до Соединенных Штатов, но они оказались рассеяны по всем континентам планеты Земля. В Латинской Америке, в Африке, в Канаде и во многих других местах. Они оказались на дальних берегах или других берегах, как бы сказал писатель Владимир Набоков. Эта витрина как раз и рассказывает об этих людях. До недавнего времени мы мало что о них знали. О вулканологе Петрушевском, который покинул в 2020 году Россию и оказался в Индонезии. О великом русско-бразильском психологе Елене Антиповой, которая, начиная с 1929 года, работала на латиноамериканском континенте и стала основателем системы поддержки детей с особенностями развития в Бразилии. Мы также довольно мало знали о том, что происходило в Аргентине, но сегодня я могу вам рассказать о судьбах этих людей. Конечно, история русской эмиграции после Октябрьского периода – это история не только страданий, боли и травмы. Это еще и личные истории успеха. Юрий Заводовский, о котором я рассказывала вам в разделе «Образование в изгнании», стал очень известным востоковедом, специалистом по Магрибу. Магриб – это страны Северной Африки. Благодаря исследованиям Заводовского, благодаря тому, что ему удалось создать несколько словарей диалектов североафриканских народов, мы сегодня имеем возможность очень активно, интенсивно развивать наши культурные и научные отношения со многими странами Северной Африки. Владимир Петрушевский. Сегодня он признан первым российским вулканологом. А ведь тогда, когда в 1920 году он покидал Россию и оказался в далекой Индонезии, было совершенно невозможно представить, что его судьба окажется столь успешной, и сегодня о нем будут писать книги, статьи. Между прочим, архив Петрушевского тоже находится сегодня в Доме русского зарубежья, и все, кто приходит в наш дом, могут познакомиться с его потрясающими дневниками, описывающими повседневную жизнь научного специалиста, инспектора, вулканолога Владимира Петрушевского. Вот, например, сегодня в Бразилии существует фонд Елены Антиповой. Деятельность этого фонда продолжается уже больше 70 лет. Мы здесь, в России, еще не очень хорошо знали, что такое дети с особенностями развития, а Елена Антипова еще в 30-е годы сумела создать огромное пространство тождества для всех типов человеческой нестандартности, в том числе и для детей, требующих особой заботы, для детей с особенностями развития. Фонд Елены Антиповой подарил сюда специально для музея ее личные вещи. Антипова остается сегодня единственным психологом в мире, женщиной-психолог, который поставлен памятник в Бразилии. Наши соотечественники, оказавшиеся, хотя это означает, что они приложили немало усилий для того, чтобы добраться до столь далеких стран, так вот, они всегда помнили о России.